Вы на канале Заметки жизни и я Игорь Якун. Здравствуйте. Сегодня мы совершим небольшую прогулку по одному из самых южных городов Германии – Оберштауфен. Находится город в Южной Баварии, в исторической области Альгау. Местность, в которой расположен город, это предгорье Альп, зеленые холмы, долины и невысокие горы. Оберштауфен – это небольшой, население около 8 тысяч человек, муниципалитет. Собственно, сам город и окружающие его поселки, они как районы, и фермы. Официально город – климатический курорт. Интересный факт. Оберштауфен в 2010 году был первым муниципалитетом в Германии, изображения которого были доступны в Google Street View, виртуальный осмотр улиц на 360 градусов и перемещение по ним. Первое упоминание о населенном пункте относится к 868 году, а в 1453 году Штауфен, так город назывался до 1921 года, получил рыночные права. И сейчас город носит приставку к названию «рынок» или второй перевод «торговый город». Это историческое право закреплено за некоторыми немецкими городами. О древнем замке Штауфен напоминает его изображение на гербе города. Сам же замок не сохранился. Современный официальный логотип города – буква «О» с символическими горами над ней. Этот логотип в скульптурном исполнении находится перед зданием ратуши. Ратуша очень демократичное здание, мало чем отличается от других домов города. Рядом вот такая оригинальная библиотека самообслуживания. Берешь книгу и садишься рядом на лавочку почитать, потом книгу сдаешь. Здания в основном выполнены в альгуэрском, в альпийском или в баварском архитектурных стилях. Светлые фасады домов оштукатурены. Часто нижние этажи зданий выложены из камня или кирпича, а последующие из дерева. Вот посмотрите. С лоджиями или балконами. Многие дома с аркерами. Крыши плоские, покатые, с мансардами. Наружные стены домов украшаются настенными росписями. Это вообще баварская традиция, южная традиция Германии украшать стены фресками. Чаще всего дома покрыты красной черепицей, хотя встречаются и другие цвета. В первых этажах домов присутствуют сквозные аркады. На домах сохраняется традиция кованых железных вывесок заведений. Вот как многие из них старинные, вот посмотрите. Это современное, а это вот старинное. Встречаются и дома с каркасными деревянными балками, фахверками, которые у нас чаще всего ассоциируются с Германией. Не стоит думать, что в архитектуре города не представлены и другие стили. Здесь присутствует и модерн, и постмодернистская архитектура. Вот район Штайбис, новая современная церковь, открытая в 1970 году. И современное модернистское решение уличной скамейки. Сам Оберштауфен небольшой, но очень уютный городок, процветающий за счет туризма. Весной, летом и осенью в нем можно заняться гольфом, 3 гольф-клуба с 18 и 27 лунками, теннисом на 12 открытых кортах, пешими прогулками по специальным маршрутам, в том числе и очень популярной скандинавской ходьбой с палками. Во всех спортивных магазинах, а их немало в городе, и в супермаркетах продаются эти палки, и товар не залеживается. В сезон большое количество любителей этого вида спорта и отдыха приезжают в город, чтобы походить по живописным окрестностям. Через город проходит велосипедный маршрут Альгой длиной 475 километров с шикарными дорожками с асфальтовым и грунтовым покрытием. Можно проехать весь маршрут или отдельные закольцованные секции. Для велотуризма это просто рай. Это просто рай. Шикарная дорога, чудесная природа и масса достопримечательностей вокруг. Об этом можно только мечтать. Зимний туризм – это, конечно, лыжи. Около 30 подъемников на подготовленные горнолыжные трассы. Посмотрите на карту с местами их расположения. Впечатляет. Оборудованы трассы и для бегового лыжного спорта с ночным освещением. Вот представьте, вы идете по трассе,
вокруг ели высоченные, а над вами ночное зимнее небо с крупными звездами. Есть 6-километровая санная трасса и каток с искусственным покрытием. Горные лыжи очень популярны среди местного населения, из которых вышло немало немецких спортсменов, в том числе и первая немецкая олимпийская чемпионка по скоростному спуску Хайди Библ, завоевавшая золото на зимней олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли. Из деревни Штайбис можно добраться до горной вершины Хогград за 18 минут на небольшом кабинном подъемнике Хогград-Бан в кабинке на 4 человека. Хогград высотой 1832 метра, самая высокая гора в Западном Альгое. В хорошую погоду с вершины открывается вид на главный хребет Альгоя, на юге Боденское озеро, Швейцарские Альпы и Верхнюю Швабию. Вообще необходимо отметить, что муниципалитет расположен на европейском водоразделе. И вот представьте, что случайный порыв ветра может разбросать капли дождя одной тучи так, что они попадут в ручейки, питающие Рейн, и окажутся в Северном море. А другие отнесет чуть-чуть в сторону, и они попадут в ручейки, питающие Дунай, и через него в Черное море. Возле деревни Штайбис к юго-востоку находится природный реликт – дерево тиса, возраст которого оценивается от 600 до 800 лет. Это делает его одним из старейших деревьев Германии. Его ствол полый и имеет окружность около 5 метров. С прекрасными альпийскими пастбищами вокруг Оберштауфена и швейцарским сыром есть прямая связь. Именно здесь в начале 19 века Йозеф Штадлер, живший в Штауфене, по рецептуре швейцарского сыра Эмменталь стал производить баварский сыр Альгау Эмменталь, который сейчас пользуется большой популярностью у любителей сыра и очень вкусный. Главным производителем сырья для сыра посвящен ежегодный праздник Вихшайд, проходящий в Оберштауфене во вторую пятницу сентября, когда коровы, проведшие лето на горных пастбищах в Альпах, торжественно возвращаются своим владельцам, украшенные цветами. Следует еще отметить, что ежегодно в последние выходные июля на площади Мариенплац в Оберштауфене проходит традиционный рыночный фестиваль. Это праздник обжорства, домашний хлеб, сыр, колбаски, копчение, пиво. Просто объедение. Так как город туристический, в нем большое количество различных магазинов, в том числе и дорогих бутиков, где по вашему желанию вас могут переодеть в настоящем баварском стиле и для светских мероприятий, и для повседневного времяпрепровождения. Рассказывая о Оберштауфене, нельзя не упомянуть и об одном из самых старых зданий города, его духовном центре на протяжении многих веков – католической церкви святого Петра и Павла. Нынешняя церковь в неоготическом стиле построена в 1863 году на месте старой церкви 1389 года, сгоревшей в 17 веке. Колокольня церкви с часами высотой 65 метров является самым высоким зданием города, имеет остроконечную шлемовидную крышу. Самое интересное, что башня базируется на фундаменте, датируемым 13 веком. На стене северного нефа изображены фигуры двух покровителей церкви, святого Петра и Павла. Церковь и внешне, и внутренне очень светлая, с очень красивым интерьером. Интересна алтарная группа распятия, созданная между 1500 и 1510 годами константским скульптором Генрихом Изелином. Скульптуры группы являются одними из крупнейших периода поздней готики. Христос высотой 5,2 метра, Мария и Иоанн высотой 3,3 метра. Росписи потолка нефа были созданы мюнхенскими мастерами в начале 20 века. Я вам честно скажу, это один из самых красивейших потолков, которых я видел. Над центральным входом находится орган, построенный в 1920 году на 47 регистров, с пультом из 3 мануалов и педалями. Очень красивая витражная розетка за органом. А центральное изображение Христа расходятся животворящие лучи к 16 крестам с изображением библейских персонажей. На фасаде здания большой портрет святого Христофора.
Вот именно это изображение и натолкнуло меня на гипотезу разгадки 2000-летней загадки изображения святого Христофора в виде киноцефала с собачьей головой. Я задумался, почему в западной традиции он изображается человеком огромного роста, переносящим через реку младенца Христа. Правда, до XII века Христос изображался взрослым. А в восточной традиции он изображен с собачьей головой. Объяснения этому были различными. От того, что он был из племени псоголовцев-каннибалов, или что, будучи очень красив, святой, дабы избежать соблазнов и постоянно беспокоивших его женщин, упросил Господа обезобразить его внешность, или что это христианская адаптация египетского бога Анубиса. В чем сходятся обе традиции, то это то, что он принял мученическую смерть по приказу римского императора Деция около 2050 года в Ликии в Малой Азии, сейчас это юго-запад Турции. Я считаю, что это мифологизированные в последующие темные века отголоски реального образа этого человека. То, что мы знаем сегодня, могли не знать комментаторы раннего Средневековья. Из легенд о житии святого нам известно, что жил он в годы правления императора Деция, 3 век нашей эры, и носил имя Репрев, от латинского «отверженный», «осужденный», «недобрый». Был захвачен плен римлянами во время боя в Мармарике, области в Северной Африке. Позже служил в Нумерус Мармаритарум, римская когорта 3 Валерия Мармаритарум, подразделение мармаритов, выходцев из области Мармарика или представителей берберского народа. Это был человек огромного роста и ужасного нрава. Здесь, на мой счет, и кроется разгадка его образа. Из истории известно, что вспомогательные войска или легкая пехота в древнеримской армии, в которой служил Репрев, именовались велиты. А чем отличались велиты от других войск? Это специализированные войска, используемые для разведки и боя в рассыпном строю. Эти воины, помимо обычного метательного оружия, могли иметь мечи, легкие доспехи, небольшие щиты. Они же носили отличительные накидки, шапки из волка, завязывающиеся лапами впереди. При Римской империи, в особенности правлении императора Августа, на смену гражданам-велитам пришли и регулярные вспомогательные войска неграждан-союзников, в которых он и служил. Велиты были постепенно распущены или переэкипированы в тяжелые пехотинцы. Но мы не знаем, сколько времени занял этот процесс и были ли такие подразделения в III веке. Репрев был крещен и получил имя Христофор. А в римской армии, как мы знаем из светской истории и истории церкви, было большое количество воинов-христиан. Все известные изображения святого в восточной традиции – это человек в доспехах, с копьем, мечом и небольшим щитом, с собачьей головой или головным убором собачьей головой, что, как я считаю, скорее всего. Даже на самом древнем из дошедшем до нас изображении 6-8 веков из Македонии он вместе с другим воителем, святым Георгием, в доспехом и с круглым щитом поражает змеи. Мне могут возразить, что подразделения велитов к III веку в римской армии уже, скорее всего, не было. Возможно. Но в римской армии остались солдаты, которые продолжали использовать подобную экипировку. Это векселярии, знаменосцы в римской армии. Векселярий носил штандарт в виде шелкового прямоугольника с эмблемой и номером воинского подразделения. Внешним отличием векселярия была медвежья или волчья шкура, надетая поверх шлема и с завязанными на шее лапами. У претарианских векселяриев шкура была львиной. Вооружение состояло из меча, кинжала. В качестве защитной экипировки они использовали кольчугу или чешуйчатый доспех и небольшой круглый щит, точно так же, как он изображен на всех восточных иконах. А Репрев, Христофор по легендам, был человек большого роста, что могло быть предпочтением для векселярия. Я считаю, что одно из этих предположений самое правдоподобное объяснение загадочного образа святого и решение этой 2000-летней загадки. Человек имел одежду с собачьей головой, а не настоящую собачью голову. Святой Христофор – покровитель всех путешествующих, в том числе и автомобилистов. А размещение его больших изображений на внешних стенах, видимые издалека, имело целью защитить от внезапной смерти. Посмотрел, и на сегодня можешь не бояться, что умрешь внезапно без причастия. Чтобы этого не случилось, в Оберштауфене есть и большое количество оздоровительных учреждений, которые могут укрепить и сохранить здоровье.
Не забывайте, что это курорт. Так, Оберштауфен официально признан единственным санаторием по методу Шрот Федеративной Республики, а его основатель Герман Брозик является почетным гражданином города. Если не вдаваться в подробности сейчас, в основном этот метод для фитнес-приверженцев. Оберштауфен привлекателен и для бывших звезд спорта. Так, известный немецкий футболист, чемпион мира 1990 года, победитель Лиги чемпионов 1997 года и обладатель многих других трофеев Карл-Хайнц Ридле не только проживает в городе, но и владеет своей спортивной школой и 4-звездочным отелем. Вообще, отелей в Оберштауфене великое множество, на различный вкус. А там, где отели, там и всевозможные рестораны, пабы и кафе. В разнообразии изысканности кухни вы можете даже не сомневаться. Ходить по Оберштауфену, ездить на велосипеде или машине по его окрестностям можно еще долго и находить для себя что-то новое, красивое и интересное. Но закончить свой рассказ я хочу в этом симпатичном месте с выразительным названием «Шнапс-кабинет». Я думаю, для наших людей это в переводе не нуждается. От баварской семейной фирмы Пеннингер. Фирма выпускает различную алкогольную продукцию, шнапсы, баварские бренди, виски, джин, настойки, бальзамы, ликеры, а также фруктовые уксусы. Посмотрите на внутренний интерьер магазина, который больше походит на музей винокурения. Баварский еловый ликер, как гласит реклама, приносит в бутылку вкус леса, изготовлен из 100% органических ингредиентов, приготовленных с использованием щадящего процесса холодной экстракции. Виски Троат выдерживается как ивша в свежих, новых, обожженных бочках из американского белого дуба. Часть продукции выпускается в специальных керамических бутылках, как и Блутвурц, фирменный ликер Пеннингер, крепость 50 градусов, на основе корня лопчатки и лесных трав. Можно купить ликер не только в традиционной, но и в черной рок-н-ролльной бутылке. И напоследок рецепт от Пеннингера, коктейль Франц Иосиф. Ингредиенты: 40 мл ликера Блутвурц, 1 мл свежевыжатого лимонного сока, 15-20 мл горького лимонада, кубики льда, долька лимона для украшения. Положите в стакан кубики льда и дольки лимона, заправьте ликером, лимонным соком и горьким лимонадом. Немного перемешайте и подавайте. На здоровье! Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.